Здравствуйте, мои хорошие. Ну и следующий расклад — это продолжение раскладов на Курскую область, серия раскладов, да, у меня мы смотрим каждые 4 дня. Но на что я обратила внимание, вот там предыдущий расклад или предпредыдущий я делала, и в комментариях кто-то написал, там выходило, что поджали к границам, да, хохлов наши уже к границам подвинули. И мне написали: ну и где? Выдаешь желаемое за действительное. Проходит буквально несколько дней, и в новостях мы видим, что на каком-то участке наши поджали к границам. То есть, что я поняла из этого? То, что расклады проигрываются однозначно. Но, как знаете, вот этот расклад, где поджали к границам, первое проскочило, это было конец октября. Сейчас ноябрь, да, 9 число. То есть вот этот разрыв мы делаем как бы на 4 дня, да, смотрим, но мы смотрим условно, сроков в картах нет. И оно проигрывается чуть-чуть позже. То есть не спешите писать комментарии, что вот в эти 4 дня не сбылось. Оно сбудется, но чуть-чуть попозже. Там через 10 дней, через 15 дней, да, допустим, разрыв. Вот кто посчитать сможет разрыв, когда я озвучила и когда оно произошло. То есть там разрыв может быть неделя, полторы, да. То есть вот с таким разрывом идут события, те, что показывают карты. Так, ну давайте начнем. Курская область, ситуация в Курской области. Мы посмотрели до 9 числа, значит мы смотрим 10 ноября. Так, 10 ноября. Так, как будут развиваться события у хохлов? И, кстати, вот в последнем раскладе там как бы проигралось. Там вышло как передислокации какие-то у хохлов. Я не могла понять, что за переезд, куда они переезжают. И буквально вот вчера или позавчера, да, озвучили, что Сырский заявил, что пытается вывести из Курской области хохлов. Ну, тут еще желание это одно, да, то, что он хочет вывести. А дадим ли мы вывести? Они уже практически в котле. Хрен мы выпустим, вот так получается. Но вот этот переезд, вот он проигрался таким образом. Так, смотрим. 10 ноября. Что у хохлов в Курской области происходит? Что у наших героев? Так, что у хохлов? Движение. Вот, видимо, то, что пытаются они свалить. Они вдохновлены, но их вдохновение их разрушают, да? Пытаются идти, но их разрушают. Не дадут им выйти. И не надо. Пришли, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Будут удобрять землю. Перепашут, и будет удобрение. Уже много веков это происходит. Кто на нашу землю приходит, тот потом удобряет. Ну, пытаются, да, там собирать эти тела, отдавать, ну... Много отдают, да, но всех не соберешь. Как говорится, где ж мы вас хоронить будем? Вот, то есть для них полный крах. Вот это крах выхода, да, не дадут им выйти. Крах планов, которыми они горят. Для наших героев, наши защищают свою землю. Победа через печаль, да, печальные события, да, потери тоже же есть. Но победа любой ценой, через печаль. Цена победы. Так, для хохлов нет выбора, нет результата. Из-за того, что нет результата, нет выбора. Для них сюрпризом это было. Для наших завалили на свои плечи тяжелый груз, тяжелое бремя ответственности, сложная ситуация. Ну вот, как знаете, оторванность от рода почему-то, да?
память, защита, да, беззащитность присутствует, но идет очищение ситуации. Очищение. Так, 11 ноября для хохлов. 11 ноября для хохлов. Будем коротко смотреть, потому что уже длинные, да, делаю расклады, все возмущаются. Для наших героев. Для хохлов. Чего для хохлов? Они продолжают деятельность, чтобы затянуть время, затягивают время в попытках исправить ситуацию. Это у нас 11-е. 10-е, 11-е. Для наших героев наши объединяются, чтобы исправить кармические ошибки. Вкладывают деньги в это. Поддержка, да? В поддержку вкладываются деньги. Так, смотрим. Здесь тоже какие-то деньги вливаются, но они уже в роли жертвы. Из провокации могут быть. Провокации с 3 сторон. Какие еще стороны там могут быть? Откуда провокации? Еще какие-то области. Так. Наши ограничивают ситуацию. Усердная работа ведется над ограничением вот этой ситуации, вот этой игры хохлов, да, рисковой игры. Ограничивается вот эта рисковая игра с нашей стороной. И ведется усердная работа над ограничением вот этой ихней игры. Так, 12 ноября для хохлов, для наших героев. Для хохлов 12 ноября что принесет? У них какой-то шанс здесь будет. Шанс закрыть ситуацию, обнулить обманом. Какой-то шанс обнулить ситуацию обманом каким-то. Влияние замораживается с нашей стороны. Защита. Выстраивается защита. Заморозка какого-то влияния и выстраивание защиты идет с нашей стороны. Для хохлов они зависят от чего-то. Зависимость от смерти, от банкротства, да, идет. Тайны, какие-то тайны. Скрывают что-то, скрывают смерти, от которых они зависят. Скрывают информацию какую-то. А наши идут к цели, развеивая иллюзии и сохраняя свой дом, защищая свой дом, пытаясь сберечь свой дом. И так, 10, 11, 12, 13 ноября для хохлов. Для хохлов, для наших героев. Так, для хохлов. Путь. Здесь, как знаете, команда, которая выходит за границы. Как все-таки вот здесь получится вывести какие-то группы у них. Либо обмен пленными, тоже группы, да, как бы группами идет. Но здесь за границу, вывод за границу идет. Для наших героев шанс преодолеть трудности и новые начинания какие-то, долгосрочные. Так, для хохлов. Не найдя пути к себе, да, выход из лабиринта, кто-то, князь, какой-то руководитель, который пытается их вывести из лабиринта этого, но здесь измена вышла, негатив какой-то. А у нас сохранить наше богатство, разрушить ограничения, да, умеренность, разрушить ограничения, выйти из ограничений.
Так, ну давайте вот эту колоду посмотрим. В целом, на все 4 дня. Так, для хохлов. Для хохлов они отравлены. Они уже отравились. Скрывают отравление какое-то. И лишение сил. У них патовая ситуация, но они это скрывают. Для наших героев. Закрытая информация о помощи, о влиянии. Что-то отмирает. Что-то отмирает с нашей стороны. Какая-то помощь, влияние, да? Тайны какие-то отмирают. Так, ну давайте по всем колодам сейчас понемножечку пройдемся. Для хохлов. Ну вот, лазейки ищут лазейки, чтобы... Но план не работает, план не доделан, не додуман. А наши, у них въезд, у нас выезд. Они въезжают к себе, а наши выезжают за нашу территорию уже. Уже практически переход к боям в Сумской области. Но пока шанс закрыт. Уже где-то на грани, но шанс еще пока закрыт. Еще нет информации об этом. Возможно, оно есть, но информация еще не разглашается. То есть перейдет в Курско-Сумской фронт, получается так. На территорию врага уже. Бои переместятся. Но опять же, видите, сроки. Это может быть дальше. Не обязательно, что в эти 4 дня, поэтому не спешите говорить гоп. У них обнуление со всех 4 сторон, как, знаете, в котел попали, зажали. Зажали, и они в одиночестве. У нас поддержка, помощь с 3 сторон. Время играет нам на руку. И мы выходим наружу, да, идти вовнутрь перевернуто, выйти наружу. Мы выходим наружу уже за территорию Курской области. Вот так получается. Для хохлов совет. Поиск. Откройтесь новому опыту, другие эмоции, люди, привычки. Это начало чего-то хорошего. Дерзайте. Я не знаю, что у них там. Согласие. Найдите гармонию между тем, что хотите, и тем, что можете себе позволить. Не перегибайте. Баланс необходим. Для хохлов. Усложняй задачу. Задача становится все сложнее и сложнее. Готовы ли они к этому? Наши разбивают каменные сердца. Борьба против каменных сердец идет. Так. Думаю, что на этом все, да, достаточно. Через 4 дня еще посмотрим, что дальше. Но опять же, учитывайте смещение сроков. Люблю, целую, пух. И до встречи. Пока-пока.